Це реальне життя. Доброго дня. І поговоримо сьогодні про таке. Щастя в особистому житті. Чого в ньому більше? Любові, везіння або точного розрахунку? Шукаємо відповідь разом із професіоналами своєї справи. Це Олена Вигнанюк, вона директорка міжнародного шлюбного агентства під назвою Lifelines, і Наталя Аніськіна, вона психолог. Доброго дня. Добрый день. Отже, как делают выбор мужчины, женщины в 20, 30, 40, 50 лет? На что обращают внимание в первую очередь при выборе партнера, спутника жизни? Если я начну, да, то если мы будем говорить о женщинах, то чаще всего тогда общая характеристика — это то, что женщины все-таки ищут надежного партнера, с которым можно создать семью, и хотят быть уверены в том, что их потомство, детки будут всем надежно обеспечены и смогут вырасти. Да, это такая базовая потребность, заложенная в нас природой. В любом возрасте, и в 20, и в 50, если речь идет о женщине. Да, это вот такая, знаете, общая, мне кажется, характеристика, важная для женщин в любом возрасте. Вот. И даже проводились исследования учеными, показывали фотографии девушкам, и какой тип мужчин они выберут. Одного мужчину брали, и больше маскулинности либо феминности добавляли. И интуитивно женщины чувствовали, где больше мужественности, это значит, это гормон тестостерона там больше, и значит, он будет более сильный. И выбирали такого. Вот. А если говорить про возрастные характеристики, то 20 лет девушки, конечно, более эмоциональны, больше все, такой гормональный фон там активный, и эмоциональные решения принимаются. В 30 лет выбор идет более уже сознательный, женщины хотят стабильного, надежного мужчины рядом, вот этому уделяют значение, насколько мужчина готов к семье. В 40 лет уже вот, говорится про такие пары обычно, что муж и жена, как одна сатана, очень большое внимание уделяется похожести в различных сферах, и социальный статус, интеллектуальный уровень. Ну а в 50 там уже такой возрастной период идет, когда у людей много чего есть за плечами, и, наверное, тоже вот, когда они звучат в унисон, чувствуют друг друга хорошо вместе. Наталья, а как мужчины, что они? Ну, если учитывать тоже возрастные периоды мужчин, то 20-летние, конечно, сфокусированы на достижениях, на познании себя. 30-летние больше сфокусированы уже на устоявшейся своей карьеры, то есть они уже пожинают плоды своей карьеры. 40-летние, они имеют уже опыт каких-то точно предыдущих отношений. Если мы видим перед собой 40-летнего мужчину, то он как раз находится в самом ресурсном периоде своем, у него большое количество энергии и большое количество осознанного выбора. То есть он фокусируется больше уже на себе. И такого мужчину отношения привлекают в том плане, когда ему требуется уже большая стабильность, да, ну и с другой стороны, ему в одиночестве тоже хорошо. Вот, 50-летние мужчины... Такой неоднозначный возраст, неоднозначный период жизненный. Конечно, 40-летние. Да, они уже имеют какие-то предыдущие отношения, возможно, детей, возможно, развод. И, конечно же, если нам попадается в отношения мужчина только после развода, рекомендовано где-то подождать 2 года. Только после этого он перестает от тебя отношений до отношений. Да, только после этого он перестает тебя сравнивать с предыдущей партнершей и уже забывает предыдущий негативный опыт. Вот. 50-летние, они в основном уже заботятся о комфорте, здоровье, уюте, поддержке, поэтому они тоже, ну вот они именно сфокусированы на отношения. То есть у них в ценностном ряду отношения уже попадают опять наверх. То есть отношения ради отношений, собственно. Не ради самоутверждения и достижения чего-то, а ради отношений как таковых. Да. Если мы говорим о международных знакомствах, и этот вопрос, по всей видимости, к Наталье, первое свидание – это всегда очень важно, потому что второго свидания может не случиться.
Что необходимо учитывать, какую разницу в менталитете нашем и менталитете представителей других стран, других государств? Какие темы на первом свидании лучше не трогать, не касаться их? И наоборот, какие вопросы задавать для того, чтобы твой партнер, твой собеседник лучше раскрылся? Но в любом случае нужно четко понимать, что перед тобой мужчина, неважно из какой он страны. И поэтому первое свидание, оно в любом случае женщина видит мужчину. После этого, конечно же, очень важно учитывать свою возможную открытость. Вот. Это снижает уровень страха на самом деле. Потому что на первом свидании можно попадать в зону неловкости, и тогда открыться невозможно. Если учитывать конкретный менталитет, конечно же, мы учитываем традиционные взгляды партнера. Не рекомендуется разговаривать на темы богатства и бедности, не рекомендуется расспрашивать очень интенсивно про его финансовые возможности. Ну вот в основном вот так. Елена, скажите, есть ли общие рекомендации, можно ли их каким-то образом сформулировать для всех, и для женщин, и для мужчин, которые обращаются к вам в агентство, международное брачное агентство? Вот можно ли так вот узагальнити? Рекомендация для чего? Чтобы выбрать По правильного партнера? выбору, конечно. Ну, смотрите, мы, в принципе, всегда делаем выбор сразу по нескольким направлениям. Одно направление – это сознательный наш выбор, и бессознательно тоже. Вот то, что бессознательно, мы не сильно можем контролировать, да, это заложено в нашем воспитании, еще какой у нас там папа был или мама, и многими другими вещами обусловлено. А вот сознательный выбор – это, конечно, должны быть у людей в первую очередь одинаковые ценности, похожие. И также рекомендуется все-таки выбирать партнера похожего социального статуса. Все, конечно, любят красивые фильмы, истории про Золушку и принца, однако в реальной жизни это все не так лучезарно выглядит. Может быть, первое время действительно период очарования будет и такого подъема, но потом со временем, когда строятся отношения, это может вызывать сложности определенные. Потом важно, чтобы семейные ценности у людей тоже совпадали. Важно, чтобы хотя бы какая-то часть интересов совпадала. И, конечно же, было вот это вот притяжение, то, что мы называем химия, искорка. Это то, что люди могут тоже понять только встретившись. Никак. Я думаю, что нет, сложно. Ну вот химия, это же тоже там часть нашего бессознательного, тоже нам что-то говорит. Вот, если улавливает наш организм, что у другого человека гены, которые подходят нам, да, или с которым мы можем создать более здоровое потомство, это притяжение возникает. Если такого нет, организм нам не дает эти сигналы, то притяжения нет. То есть к организму своему тоже надо прислушиваться. Да, ну знаете, человек биосоциальное существо, все-таки биологии у нас тоже много еще, все еще. Потому что обычно выбор делается между выбирать сердцем, да, то есть душой, или выбирать разумом, и всегда такой как бы диссонанс между этим. Мне кажется, сердце и биология связаны. Так что точно надо прислушиваться. Вопрос о гражданском браке. Соглашаться или нет? Что вы советуете тем, кто к вам обращается? Многие рассматривают гражданский брак как своего рода попытку выстроить отношения, посмотреть, подходим друг к другу, не подходим друг к другу. Вот плюсы и минусы гражданского брака. Если говорить о международных парах, все-таки большинство сначала заканчивают свои отношения, затем уже там девушка переезжает в страну мужчины. Так часто происходит. Но бывают случаи, когда пара живет здесь, вот в Украине, мужчина там отлучился по бизнесу, приезжает снова сюда. Я думаю, что главный совет – это если обоим партнерам в паре это подходит, то это хорошо, прекрасно, и нужно продолжать в том же духе. Если в какой-то момент один из них ощущать дискомфорт начинает, то желательно, конечно, об этом поговорить, к какому-то решению, опять же, обоюдному прийти в этом плане. Наверное, Наталья, общих рекомендаций нет. Наталья, что делать, если пара застряла на этом уровне отношений, и кому-то в паре дискомфортно от них?
Конечно, об этом нужно говорить, потому что в любом случае любой дискомфорт в паре– это период кризиса. Соответственно, если пара застряла и кого-то не удовлетворяет, они проживают кризис. Его нужно решать. Иначе в любом случае этот гражданский брак или он официальный брак, он придет к логическому завершению. То есть это развод, скорее всего. Если или пара, расставание. Или расставание, да. И если пара не договаривается про свои потребности. Очень важно вообще в любых отношениях видеть, слышать, замечать своего партнера. Часто ли тем, кто обращается к вам, нужна, скажем, психологическая помощь? Я имею в виду в хорошем смысле, да, то есть потому что очень многие рассматривают психолог равняется психиатр, все не так, проблемы из детства тянущиеся. Мы говорим о психологе как о собеседнике, который может быть поможет более четко сформулировать, а чего ты хочешь от своего партнера. Да, это самая главная проблема, по которой вообще обращаются ко мне в кабинет семейные пары. Умение слышать, научиться разговаривать на одном языке. Здесь действительно это возможная проблема. Мы можем разговаривать с партнером и даже не выслушивать его. Я всегда делаю на этом акцент, и если пара готова продолжать отношения, она в этой точке, в принципе, решает свои проблемы. Каждого ли, кто приходит к вам за помощью в поиске, подборе, вы, скажем, советуете консультацию с психологом? Не каждому, потому что изначально у нас ведет прием менеджер, который является профессиональным психологом и по образованию, по опыту. Поэтому уже на уровне консультаций происходит как раз работа с психологом с нашим. Если мы видим, что, допустим, девушка идет на несколько свиданий, у нее возникает одна и та же ситуация каждый раз, какой-то там сценарий один и тот же проигрывается, тогда мы можем предложить такую более углубленную работу с психологом. Но опять же, важно понимать и не пугаться этого, что там какая-то глобальная проблема. Просто можно подкорректировать какие-то моменты и быстрее встретить своего мужчину. В нашем эфире была Елена Вагнанюк, она директор международного брачного агентства под названием Lifelines, и Наталья Аниськина, она психолог. Учитесь слушать и слышать, это главное, друг друга, и не бойтесь сделать выбор решительно, правильно и, может быть, смело. Спасибо за участие. Это была программа «Реальная жизнь». Увидимся снова в этой студии.